Уважаемые друзья, я обычно делаю такой недельный расклад, когда видно и меня, и карты, но сейчас я в походных условиях, поэтому сделаю вот таким образом. Может, для вас даже будет лучше, немножко разнообразия. Я буду использовать вот эту колоду. Эта колода очень классная. Она показывает правду. Колода Ленорман. А также я буду использовать таро котов. И что такое здесь коты? Это, конечно, все не случайно, да. Здесь вы можете использовать кота как такую метафору, чтобы посмотреть для себя. Вообще десятка чаш – это карта счастья. И я ее возьму здесь, как у нас ритуальная заговоренная карта, кстати. И она, наверное, эта карта меня сподвигла на то, чтобы сказать заговор. Делаю, что делаю, большего не требую. Ключ-замок, колдунам входа нет. Десятка чаш – это карта счастья, кто не знает. А второе – это десятка самого сильного счастья. Радость и примирение. Там есть радуга. Радуга – это примирение, счастье, радость. Это прекрасная карта. Самая лучшая второе, да. И действительно, делайте, что можете, и будете обязательно счастливы. Делаю, что делаю, большего не требую. Ключ-замок, колдунам входа нет. Итак, мы уже вынули первую карту. Это карта абсолютного счастья. А теперь начинается понедельника, мои дорогие. Итак, на понедельник. Что скажет Ленорман? И что скажет, мои дорогие, Таро? Ну что ж, открываем и смотрим. Ленорман говорит, что в понедельник нужно будет открыть какие-то дороги. Те дороги, которые были раньше для вас закрыты, в понедельник полностью откроются. Посмотрите, открываются все ваши дороги. Убираются любые преграды на пути. Карта всадника – это карта счастья, конечно. Это карта абсолютного счастья, когда вы активны. Когда вы активны, мир вам помогает, Вселенная вам помогает. Это очень активный день, это день яркий, это день свершений, где будет результат. У вас будет в понедельник результат. Но, знаете, развилка – это ведь карта очень мистическая. Она может показывать как закрытие дорог, так и открытие дорог. Все зависит от того, какая карта рядом. Потому что Ленорман никогда не считается сам по себе. Итак, у нас направление карт учитывается. Всадник бежит на развилку. Не от развилки, а к развилке. Это говорит о том, что будут открыты дороги. Не закрыты дороги, а открыты. Да, это правда. Развилка – это очень не двоякая, даже триякая, да, карта. Триякая, как три глаза, да, третий глаз, то есть глаз духовный. Действительно, развилка – это очень мистическая карта. Видите, 22, номер 22. Здесь может быть как открытие дорог, так и закрытие, так и тупик. Но карта всадник – это очень активная карта. Здесь о тупике вообще разговора быть не может. В понедельник активный день, открытие дорог. Но вот это вообще ваши дела. Все, что вы задумали, будет решаться положительно. Итак, ну посмотрим, подтвердит ли. Потому что здесь идет, вот, знаете, как консультанты, вот с этой стороны вас консультируют. Кстати, вы можете выбрать колоду. Ленорман или Таро. Лучше всего, конечно, получать подсказки и пользоваться, конечно, и той, и другой системой, потому что это ваши терапевты, я это рекомендую. Но вы хозяин-барин, как у меня всегда. Итак, у нас рыцарь жезлов и, смотрите, император. Понимаете? Рыцарь жезлов и император. Рыцарь жезлов сподвигает на достойные императора дела. Защитник, помощник. Тот, кто вам помогает. Может быть, это мужчина, который до сих пор себя как мужчина не вел. Но здесь он рыцарь жезлов. Он уже понял, что вас нужно защищать, вас нужно оберегать, вас нужно обнимать. Это карта огня, карта рыцаря. То есть это огонь любви. Жезл – это любовь, это восстанавливающийся материал. Вот как у меня здесь символ. Посередине это символ цветущих деревьев. Да? И, кстати, не случайно,
Кто не знает, я очень за природу, поэтому это то, что дерево обрезали весной, и я взяла веточки. Я была на прогулке и взяла веточки от того, что уже садовник отрезал, когда он trim the tree, и они еще были далеко не цветущие, вообще ничего не было, просто вот такие, да, голые. Но смотрите, прошло какое-то время, вот что случилось. И я загадала эти веточки. Когда они расцветут, тогда я буду и делать расклад. Вот, пожалуйста, магия какая здесь, да. Поэтому жезлы – это вот это представительство вот того, что вы видите в центре. Это огонь любви, это огонь обновления, это огонь молодости, это огонь нового начала и огонь нового счастья. Расцветает природа, расцветайте с природой, как цветок. И именно рыцарь. Здесь мы видим, что расцветает природа, а расцветает природа вашего рыцаря. То есть у кого-то это вы найдете нового человека, который будет вас любить самой преданной любовью и никогда в жизни вас не бросит, не предаст. Рыцарь – это защитник. Это человек, который наконец-то защитит вас перед матерью своей и скажет: мама, я теперь живу, я выбрала эту женщину, уважаю мой выбор хотя бы, если не можешь со мной радоваться моему счастью, если у вас идет вот такая задача. Если это работодатель наконец станет человеком, понимаете? Вот, потому что работодатели – это часто очень жестокие люди по той причине, что поскольку у него есть власть, он может проявлять все, что хочет. Да? Но вот здесь книги. Да? Вашему работодателю будет просветление, прояснение. Он поймет, что вы человек образованный, книги, что вас нужно как сотрудника ценить. И того, кого ценим, того уважаем, то есть платим хорошо, да. В работе там, знаете, уважение, ты меня уважаешь, я тебя уважаю, это среди людей слабых, ну, то есть человек выпивающий, это человек слабый, да, нет, не в этом дело. Когда идет речь на работе, ты меня уважаешь, значит, ты мне платишь достойную зарплату, вот и все. Вы поставите все точки над «и», и вы получите великолепный результат. Вообще понедельник очень активный день, потому что рыцарь – это и есть всадник в картах Ленорман. И здесь мы видим, что двойной всадник. И именно рыцарь огня – это всадник в картах Ленорман, то есть рыцарь жезлов, да, восстанавливает контакт, восстанавливает счастье, восстанавливает все, что нужно для вас, вашу личную справедливость, ваш личный доход, ваше личное спокойствие, вашу личную уверенность в завтрашнем дне. Вот это все восстанавливает рыцарь огня, ваш защитник, ваш император. Это шикарно. И это император, это добрый император. Понимаете, потому что он, смотрите, именно на картах котов, я вот их чем обожаю, он там не в латах, он там нет, это тоже его составляющая, но здесь он с книгами. А что в книгах написано? 4 книги, 4 масти. Да, мы видим здесь пентакли, то есть человек знающий, имеющий средства, имеющий деньги, тот, который может сделать вашу жизнь обеспеченной, что нам всем нужно это. Нам всем нужна обеспеченность, потому что без уверенности, что в завтрашнем дне будет доход, это невозможно, понимаете? И это император, который восстанавливает ваш финансовый поток. Он дает вам защиту, это мечи, он дает вам любовь, безусловную любовь, абсолютную любовь. Это чаши, а также жезлы. Он показывает это на деле. И то, что он показывает на деле, у нас здесь рыцарь жезлов, мои дорогие. Вторник. Знаете, я знаменита тем, не знаю, хорошо или плохо, как есть, да, что я вот эту карту каждую мусолю. И на самом деле это, знаете, как меня Джон научил, мой учитель, кстати, скотландец, это не мусолить, это значит понимать карту так, что ее можно энциклопедию про каждую написать. Я себя не защищаю, я просто говорю, что я этим знаменита, что мусолю каждую карту и правильно делаю, хочу для вас ее раскрыть. Но когда идет речь о предсказании на неделю, конечно, у меня здесь еще 6 дней недели, мне нужно торопиться чуть-чуть, да, чтобы видео не было слишком длинным. Итак, вторник ваш, мои дорогие, Ленорман. Что скажет Ленорман? Смотрите, шикарный день. Это подарки. Вот так вот. Это кекс. Если кто не знает, потому что сейчас, такие правила, там, YouTube и так далее, нельзя то сказать, что там заменить букву К на букву С, да, это кекс, вот это букет и повторяющееся движение в плетках. Это очень многих, мои дорогие, проиграются. Именно вот такой кекс. А также карта плетки говорит, что с тем, кого любите, есть возможность поссориться во вторник. И поссориться очень плохо, серьезно. Потому что здесь у нас ссора, знаете, из-за денег. Из-за того, ты
ты мне сказал такое обидное, что ты задел меня за живое. Вот живое, жезлы, да, живое. Трифовая масть – это есть жезлы. Ты задел меня за самое живое. Ты меня обидел там, где сколыхнулось мое достоинство, да. Вот инсалт, такое достоинство сколыхнулось. И поэтому здесь мою красоту задел. Например, женщину назвал старой. Это очень-очень обидные слова именно для женщины. Мужчины не понимают этого. Потому что у них как бы их внешность никогда не была фишкой, да? Вот поэтому, когда они задевают за живое, говорят вам: ты старая дура, например. Мне часто говорят это в комментариях. Очень часто меня называют старой дурой лишь потому, что у меня седые волосы, да? Вот. Я о себе сейчас меньше говорю, или вообще не говорю, конечно, это о вас. Поэтому кто там задел вас, или фигура, да, или, например, вес, или еще что-то, кто-то попробует оценить вашу внешность, потому что букет – это ваша внешность, или оценить вообще вашу жизнь, потому что букет – это так, как вы живете, это красота вашего быта, это красота, как вы проявляетесь, знаете, искусство жить красиво, вот это букет. А плетки – это кто-то хочет нарушить это все, это кто-то хочет усомнить ваш букет, понимаете? А если кто-то хочет усомнить ваш букет, то, конечно, может быть конфликт. Смотрите осторожно во вторник, не поддавайтесь на вот такую провокацию. Итак, что у нас скажет Таро, мои дорогие, на вторник? Я спешу посмотреть, потому что я делаю сравнительный анализ, и таким образом мы очень еще более четко понимаем карты, да, потому что они могут сказать разные вещи. Но не совсем разные, вообще разного ничего не бывает, все об одном и том же, мои дорогие. Итак, у нас здесь уже был разговор об императоре и об рыцаре жезлов, что понедельник замечательный день, и вторник. Двойка жезлов подтверждает все, что я сказала. Защита. Пожалуйста, смотрите. Двойка жезлов – это карта перспективы развития и слева, и справа. Что вы ставите слева и справа – это лично ваше дело, потому что вы индивидуум, и я вас как индивидуума очень глубоко уважаю. Поэтому и слева, и справа стоит то, что для вас ценно. И слева, и справа то стоит, что для вас главное. У кого что? У кого специальность, у кого семья, у кого здоровье, у кого дети, у кого родители. Но я скажу одно. То, что вы для себя решили главным, то и есть самым главным. Мне девочки иногда пишут: для меня карьера не главная, я семья. А что, разве семья-то не карьера? Конечно. Конечно, вы делаете все для детей. Вы ангел своей семьи. Поэтому, может быть, у вас слева семья и справа семья, как у кого. Но вот то, что вы будете делать, две сферы вашей жизни, которые вы сейчас определили, эти сферы будут обновляться, потому что жезлы – это самовосстанавливающийся, обновляющийся материал. И смотрите, видите, как я вызвала жезловые карты. А это карта защиты, любви. И знаете, по семерке жезлов вы, конечно, защищаете здесь, но посмотрите, все, кто на вас нападают на работе, может быть, по соседству, может быть, кто-то делает какие-то грязные подклады, да, ну, есть такие люди, ну, да, мне писали девочки, делают подклады у меня под дверью, ну, бывает же такое, конечно, бывает. И что делать с этим? Ну, смотрите, эти люди низменные, которые делают подклады вам под дверью. Их мысль запугать вас, да? Но семерка жезлов – это вам нужно иметь уверенность в себе, которую вы, может быть, потеряли. Вот этот император, это же Вселенная вас такой видит. Это не обязательно другой человек, ни в коем случае. Император – это Вселенная вас видит человека со стержнем, человека сильного. Понимаете, вы сами себе можете помочь. Часто мы думаем, да, что другие могут нам помочь. Мы очень многое можем сами. В природе каждое дерево это делает. Каждое дерево само себе помогает. Да, мы можем дать удобрение, но это тоже спорный вопрос. Кто мы такие? Что мы, Господь Бог, что знаем удобрения? Знаем наша химическая промышленность, она не такая уж, знаете, и 7 пядей во лбу. Поэтому здесь натурально найдите в себе натуральные эти силы, быть уверенным в себе, себя уважать. И это важно. Когда мы уважаем себя, мы без сомнения уважаем других. Это без сомнения. И жезлы, жезлы, жезлы. Посмотрите, что делается. Чаша, любовь безусловная, потому что 10 чаш. Я в восторге. Знаете, ведь плетки это тоже жезлы, потому что это сделано из дерева. Но вы поняли, я уже не буду здесь заострять, хотя я уже и не раз, уже 6 лет вам рассказываю в моих раскладах, что жезлы говорит
говорят об одном и том же. Как дерево обновляется весной, так и вам нужно обновиться, мои дорогие. Вам нужно полностью обновиться. Это на среду. Такие интересные расклады получаются, потрясающие. И, конечно, вы подкладываете свою ситуацию, вы получаете ответ, мои дорогие. Если вы смотрите пассивно, это тоже хорошо, я уже не раз говорила. Пассивный просмотр – это отдых для души, и это очень важно, супер важно. Если мозг уставший, не может быть успеха, а император успешный. Поэтому, чтобы вам восстановить силы, можно смотреть пассивный расклад. Знаете, как бы улететь вот в такой космос, и тогда мозг отдыхает, и тело отдыхает, и физическое здоровье приумножается по карте букет. Но можно смотреть активно. Активный вот какой просмотр. Мои слова – это только половина. Вторая половина – это ваш вопрос картами, и вы получаете стабильный ответ. Итак, башня и змея. Ну вот, неожиданно, да? Но знаете, змея, она ведь всегда неожиданная. Она прячется под камнями. Но мы забываем, что земля в земле, да. Мы забываем, что когда змея прячется под камнем, мы думаем, что она там прячется, чтобы там сделать что-то плохое. Мы забываем, что в природе означает змея, и что змея означает в эзотерике, которая меняет кожу. В эзотерике змея, первое значение змеи – это не соперница, это не злой человек, который хочет напасть, разрушить. Змея в эзотерике – это меняющаяся кожа. Все меняется в вашей жизни. В среду у вас возможность есть что-то поменять. Итак, что же такое башня тогда? Змея показывает, что поменять. Потому что когда змея прячется под камнями, она не прячется, чтобы напасть. Нет, ни в коем случае. Она не может напасть, когда она под камнями. Вот в чем суть, в чем весь цимус. Какой вот стержень этого всего. Когда змея прячется под камнями, человек думает, что она может напасть, а она восстанавливает свою кожу. Она такая слабая, у нее нет кожи. А кожей змея ходит, у змеи нет ног. Понимаете, в чем дело? У змеи нет ног. Змея ходит кожей. Кожа – это ее ноги. Поэтому она такая сильная, у нее сколько ног, станожка, да? Вот. И когда она прячется под камнями, она теряет старую кожу, старый образ мышления. Может быть, вот у меня пунктик там, например, варенье, да, ну что у вас пунктик, мои дорогие? Ну в быту, поймите меня. Ведь главное, чтобы вы были здоровы и счастливы. Что у вас пунктик? Может быть, ссоритесь с любимым человеком, потому что вы любите его, он вас. Но почему-то идет вот это вот напряжение, которое в голове у нас у всех. И когда мы даже любим, хотим что-то хорошее сказать, но если в голове усталость и напряжение, если мы с вами змея, у которой нет кожи, мы будем нападать, потому что мы не можем убежать. Поэтому здесь вам такой намек, что когда вы видите карту змея, это может быть кто-то захочет в среду наступить вам на больной мозоль. Может кто-то захочет в среду вас обидеть. Ну вот не захочет, а вот не умеет по-другому себя вести. Понимаете? Поэтому здесь мы смотрим, где именно может это быть. Где именно, в какой сфере вашей жизни. И вторая карта показывает, в какой сфере. И здесь все четко понятно, потому что башня – это сфера работы или личности. На вашу личность или на работу. Будьте аккуратны, вот вам и среда, да. Ну, предупреждают карты, разве же это плохо? Они же ваши терапевты. Итак, шестерка чаш – это карта подарков, любви, заботы. Вот как раз я сказала об этом. К сожалению, мы ссоримся с теми, больше всего, кому мы любим и заботимся. Самые страшные нападки – это нападки в семье. Вот вам и ответ. Понимаете, все, кто о нас должны заботиться, они заботятся, но не умеют себя вести. И по карте шестерка чаш – это человек, о котором вы сейчас подумали. Этот человек вас любит, заботится и хочет даже больше зарабатывать, невзирая на лица, даже готов своими мозолями, да, своей вот спиной, как сказать, готов на все, лишь бы вам было хорошо, лишь бы вы чувствовали себя защищенной, лишь бы у вас сегодня была еда на столе. Видите, вот здесь котенок, он что-то из чаши выбирает свой обед. Это очень теплые карты, да? И здесь вот это то же самое, что император. Готов словить для вас любую рыбку, любую мышку.
и рыбку, и мышку. Кстати, сказала, не видя, что на карте, потому что очень мелкие карты, кстати, смотрите, относительно моей руки. Ну, сказала и смотрю, ну, что-то они со мной разговаривали только что, и рыбка, и мышка. Так что вы сможете в среду хорошо заработать, чтобы накормить свою семью. Сможете. Но вот это предупреждение, оно остается в силе. Предупреждение в картах Ленорман. Четверг, мои дорогие. Ой, ну хорошая карта аисты, конечно, очень хорошая. И еще лучше, когда аисты рядом с картой ребенок. Потому что, еще раз, Ленорман никогда не считается сам по себе, всегда вместе. Аисты говорят, что будут маленькие перемены в среду. Ой, четверг, извините, да, это на четверг. Маленькие перемены на четверг, но в нужном направлении, потому что ребенок – это что-то новое, свежее, то, чего вы не делали раньше. Как Эйнштейн сказал, если мы хотим решить проблему, ее нельзя решить на том же уровне, на котором она была создана. Проблему нужно решать на новом уровне сознания. И это новый уровень сознания, который позволит вам решить вашу задачу. Я проблемы не люблю сказать задачи. Итак, у нас здесь мечи. Первая, кстати, карта в четверг, карта мечевая. И у нас здесь карта «Страшный суд». Это карта кармическая, сразу говорю. И вот что вы видите здесь, вот этот большой код в звездах, это Архангел Михаил. В четверг высшие силы посылают вам Архангела Михаила на защиту от вот проблем. Потому что мечи второе – это проблемы, да. Так что именно в четверг вы получаете помощь, поддержку от высших сил, от Архангела Михаила. Я напомню, кто такой Архангел Михаил. Зачем Творец имеет этого Архангела и называет его самым главным Архангелом из всего. У него есть меч, да, это меч Архангела Михаила. Но у Архангела Михаила особенный меч. Это меч защитника. Это меч, который света, меч света. Это вот именно только у Архангела Михаила есть такой меч, только. Из всего на небе и на земле. И это единственный меч, который вообще, ну, на самом деле божественный, это меч защитника, свет, меч света. Он сделан из света. И он вот этими вибрациями света убирает негатив. То есть если у нас есть пуповины какие-то, да, к негативу какому-то, и мы не можем победить этими, ну, пуповины, то тогда мы призываем Архангела Михаила. И самое первое, что Архангел Михаил делает, это он убирает негатив кармический, то есть родовой, то, что задержался, перешел по роду. И он его отсекает, этот кармический негатив, мечом света. И все. И тогда все хорошо. Это очень сильная карта, это карта защитника. Так, смотрим дальше, мои дорогие. И что я пока мешаю карты, хочу сказать о четверге, когда я вижу соотношение этих двух колод, этих двух систем, этих двух ангелов. Я вижу, что четверг – день для нового решения. И, конечно же, аист – это карта уютная. Это карта счастья, защиты. Понимаете, когда вы у себя дома защищенные, это когда у вас новое что-то решается, новые радости, потому что аисты радости, новые радости в доме. Если вы ссорились по карте змея с домашними, то четверг есть огромный шанс помириться, мои дорогие. Ну и также про кармическая карта, кстати, второй старший аркан. У нас здесь защитник, это Архангел Михаил и кармическое равновесие. Итак, на пятницу две карты. И второе. Я обожаю делать недельные расклады. Они такие динамичные. И еще раз повторяю, чтобы расклад стал правдивым, вы должны, если, себе, мне никто ничего не должен, кстати, я даже лайки уже не прошу. Хотя, если не трудно, поставьте лайк. Вот. Вы должны себе, если хотите, чтобы расклад стал активным, подставьте свою ситуацию. То есть моя половина слова – это только 50%. Поэтому меня спрашивают, как может быть общий расклад. Мои дорогие, моя половина слова – это 50% послания Вселенной для вас, а остальная половина – это ваш запрос у Вселенной. Так, смотрим пятницу. Что у нас будет в пятницу? Ключ и собака. Это я обожаю, это, конечно. Я это просто обожаю Ленорман. Я просто страстно люблю Ленорман. Такой энтузиаст, ленорманист. Просто страстно люблю Ленорман. Страстно люблю вас.
и желаю вам счастья. В общем, это мое послание вам, послание любви. Ну и вас, послание ваших родных людей, которые вас любят. Потому что ключ, замок, колдунам входа нет. Вот это именно эта мантра, которую мы сказали на 10 чаш для вас в самом начале расклада. Мы здесь посмотрели мантру вашу. Ключ, замок, колдунам входа нет. Ну, кто такой собака? Это тот, кто вас любит, кто к вам с добром, кто вас никогда не предаст. Это безусловная любовь. Но 10 чаш, смотрите, можете посчитать сердечки, да? 10 чаш, вот же она у нас, первая карта. То есть в пятницу происходит резонация со всей неделей, потому что 10 чаш – это на всю неделю заложенный успех, на всю неделю. И у вас на всю неделю действительно заложенный успех, потому что 10 чаш повторилась, это место силы, и это карта собака. То есть тот, кто вас безусловно любит, кто безусловно вам хочет помочь, кто безусловно вам желает счастья, кто безусловно даст вам ключ от правды, от правдивой информации. Информации много не бывает, но нам нужно отделять правдивую и неправдивую информацию. Да? И здесь мы видим, что вы больше не будете терпеть ложь. Потому что делает ключ? Он убирает ложь. Представьте себе, что вы пришли домой, но у вас в кармане есть связка ключей, и ни один ключ не подходит к вашей двери. Это и есть ложь. Что такое правда? Это когда ключ подходит к двери. Вот это правда. И в пятницу вы получаете правдивую информацию о человеке, которого любите, о человеке, о котором заботитесь. И еще вы получаете правдивую информацию, и это меняет ваше мировоззрение. И все замки, которые хотели на вас навесить, именно неправдивой информацией, эти замки просто сходят, потому что на такой неправдивый замок иногда вам дают неправдивый ключ. Или же вам еще хуже делают, это вообще изощренное вранье, когда вам под неправдивую дверь дают неправдивый ключ от неправдивой двери. Да, можно ложь сейчас убрать полностью, и в пятницу у вас будет такая возможность. Ну вот смотрите, как раз мы говорили об мече Архангела Михаила, и вот этот меч, на котором лавра и золотая корона, это и есть меч Архангела Михаила. Это правда станет явной, и это на пятницу. Это тот правдивый ключ, который вы получите. Это та правдивая информация, которая откроет дверь в ваше счастливое будущее по собаке. Вау, вот, сори, я прихожу на английский, к сожалению. Ну, как в восторге, да. Кстати, когда переходишь на другой язык, тоже большую картину получаешь, потому что мировоззрение не обязательно на английский, неважно на какой, да. Мои дорогие, 9 жезлов, у вас 9 сил. Вы полностью восстанавливаетесь в пятницу, полностью. Вообще неделя восстановления. Неделя открытия для себя. Ваш ум открыт. Вот 2 пентакля, это раскрывается ваш ум, вы видите, где правда, и у вас ключ от правды в кармане. Мы всегда говорим, и это эзотерическое выражение такое. Можно сказать, мое авторское, но я уверена, что тысячам людей на Земле оно пришло уже в голову тоже. Что у нас двери к нашему счастью открываются всегда изнутри, то есть в нашей ауре. Там должен быть мир, чистота. И в этой ауре у нас есть двери, которые только мы можем открыть. Никто другой не откроет. Нет. И как эти двери открыть? Но вот одежда, как наша защита, да, как наша кольчуга, одежда наша, она имеет карманы. И в этих карманах есть ключи. То есть дверь к счастью открывается только изнутри, а ключ у вас в кармане. В пятницу у вас ключ будет в кармане. Вы увидите, вы найдете свой ключ в своем кармане. Мощно. 9 сил – это восстановление, выздоровление, если вы болели. Если болели ваши родственники, знакомые, друзья. Вот это четкое выздоровление, 9 жезлов. Вы прошли трудности, и вы победили трудности. Посмотрим субботу. Опс, карта сама выскочила, видели, да? Это вы, госпожа, то есть тот человек, который для меня сейчас самый главный. А кто для меня сейчас самый главный? Тот, с которым я говорю. Мои дорогие, вы понимаете, раньше люди обращались, ораторы и так далее. Сейчас вот YouTube это все поменял. YouTube, что такое? Это между нами, вами, у себя дома и мной
Есть вот эта нить связи. Я вижу вас, вы видите меня. Всегда есть наблюдатель, и это один человек. Мы думаем, наблюдает, например, за мной сейчас столько людей, сколько у меня написано там. Написано, сколько людей, да? И смотрит мой расклад, да? Столько наблюдает. Нет. Сейчас я наблюдаю за вами одним человеком у вас в пространстве. Где вы там? На кухне, в спальне, может быть, смотрите, или же в вашей гостиной, или на работе, или на прогулке, или в транспорте, неважно. А вы наблюдаете за мной. Потому что наблюдатель всегда есть, и мы забываем, что наблюдатель всегда один человек. Вот в чем дело. Понимаете? Прислушайтесь к этому, потому что, если захотите, потому что вышла ваша карта наблюдателя. Вы наблюдаете за мной, я наблюдаю за вами. И мы друг другу желаем счастья. Потому что вам, это вы, это ваш портрет. Это ваш двойник, который сейчас смотрит. У меня мороз идет по коже буквально. И это вы, и это письмо. У вас будут перемены. Письмо – это перемены, новости, хорошие новости, сообщения, деньги по почте. Ну, это что-то хорошее. Это какие-то новости. Жизнь меняется. Давайте посмотрим на субботу для вас на Таро. Вот это, да, карта «Справедливость» на субботу выходит. И девятка пентаклей. Ну, девятка жезлов тоже здесь участвует. Вот она. Понимаете, ведь в Таро в раскладах очень важен паттерн, то есть схема. Да, каждый расклад выдает другую схему. Абсолютно. Смотрите, какая здесь схема у нас интересная вырисовывается. 9, 9. 9 – это полноценный по нумерологии номер, который меняет жизнь, потому что что-то заканчивается, 9 – последний номер, и будет начинаться новая жизнь. Это 9. В чем, в каких сферах, вы меня спросите, потому что я должна дать вам конкретику, да? В каких сферах начинается новая жизнь для того, кто смотрит? Я вам сразу скажу, что жезлы – это здоровье. Здоровье, сила, восстановление организма, прекрасное самочувствие, а также это близость, кекс, да, если кому-то это важно. Не для всех это важно, мои дорогие. И если для вас это не важно, то это чисто восстанавливается ваше здоровье. Итак, пентакли, ну это всем понятно, тем, у кого карты вообще-то не профессиональная деятельность, вам тоже это понятно, что пентакли – это просто деньги, а девятка – это много денег. Поэтому традиционно, если мы хотим описать девятку пентакли, это называется wish card, то есть карта, которая исполняет желание. Все. А посередине карта справедливость, мои дорогие. Вот это да. Равновесие. Ну, понимаете, что такое справедливость карта? Если я сегодня, вот я анализирую каждый вечер свою еду. Мои дорогие, еда – это только метафора. Поймите меня правильно, не злитесь на меня, что я использую еду, пожалуйста. Потому что от еды зависит, будем мы завтра живые или нет. Да, это так. Если мы неправильно питаемся, от этого зависит, будем мы завтра живые или нет. Так вот, я скажу, метафору эту использую. По справедливости и 9-9. Если я в конце дня изучаю свой день, я вижу, что, три еды у меня было связано с вареньем, это моя жизнь. Варенье там с кашей я ем варенье, неважно с чем, с хлебом, неважно. И только один раз в день я там съела, может быть, чуть-чуть там какой-то овощ. Дорогие мои, я не о себе, я просто как пример. Это несправедливо думать, что завтра у меня будет хорошая фигура. Но мы хотим думать, что все как-то закончится хорошо. Здесь все ставится точки над «и». Карта справедливость все ставит на точки «и». И это закон Сатурна. В субботу реализуется закон Сатурна. Это закон справедливости. И мы от него не можем уйти. Это закон природы. Что посеял, то пожал. И вот именно в субботу. И у многих это будет касаться денег и здоровья. Мои дорогие, я привожу свой пример только для наглядности. Конечно, очень рискую, потому что, всякие люди есть, да, кто не поймет, кто не знает, как метафора работает и так далее. Итак, на воскресенье. Раз, два. Что у нас в воскресенье? Смотрите, деньги и лилии. Это счастливое очень сочетание. Деньги – это полнота средств. Это и есть девятка пентаклей. Кстати, по девятке пентаклей я вернусь на секунду. На субботу, да. Что такое исполняется желание?
это не обязательно только денег, потому что пентакли – это вообще исполнение желаний. Кто-то мне сказал, что монета по-гречески – это не помощь. Дорогие мои, я и мифологию греческую изучала, и монета в переводе означает помощь. Именно не деньги, не пентакли, а монета. Может, я не права. Так что, вот это то, что я изучала по книге греческой мифологии. Потому что мифология – это метафора. Итак, рада очень, потому что на воскресенье там много денег, много любви к себе. В конце концов, дорогие мои, что такое любовь к себе? Это уважение, самоуважение, самодостоинство, позаботиться о себе. Вот как в моей мантре. Делаю, что делаю, большего не требую, да? Кстати, ключ-замок колдунам входа нет. Расклад просто, об этом очень мощный. Бриллиант, я бы сказала. Но не от меня зависит, я не бриллиант. Расклады бриллиант. Я не знаю, что еще можно сказать, и так понятно. На долгие годы финансовое благополучие, потому что лилия – это на долгие годы. Кстати, тоже, ведь у нас на карте лилии изображен король пик, а король пик – это новый знакомый или ваш мужчина, и он позаботится о вашем финансовом благополучии на долгие годы. Здесь, кстати, у некоторых 2 короля, потому что король бубновый. Может, ваш сын вам поможет материально. И еще у вас есть любимый человек. Что-то у нас была башня на дне колоды. Знаете, на что предсказатель посмотрел, то имеет место быть. Вот интересно, что карта башни проявляется на этой неделе. Может быть, нужно отказаться от старого мышления, потому что туда хода нет. Туда хода нет. Жена Лота хотела вернуться, и она застыла. Она уже все, да. Поэтому назад хода, мои дорогие, нет. Итак, дальше смотрим на воскресенье. Мощный расклад. 2 карты на воскресенье. Ой, смотрите, цветущее дерево, как у меня здесь на столе. 4 чаш. Это, смотрите, вот видите, котик смотрит не сюда. Вот чем мне нравится это таро, оно очень сильно психологическое тоже, да. Что такое здоровые нервы? Это психология, здоровый менталитет. А здоровый менталитет подразумевает здоровое тело. Так что вот эта неделя позаботьтесь о своем здоровье. И поэтому эти карты, они терапевты больше, чем любой другой таро. Смотрите. Я сейчас вам докажу. Это у Райдер-Вейт человек сидит под деревом и смотрит на прошлое. Вот как карта башни была, да, на дне колоды. И сожалеет о прошлом, а новые возможности не замечает. Они в воздухе. Здесь это как туз чаш. Не замечает человек, потому что смотрит на прошлое. В этой системе языческих котов, это пейган, языческие коты, кот как гипнотизирует буквально, смотрит на новые возможности. А что это за возможности, отвечает это дерево. Потому что дерево не зимнее, не frozen, как жена Лота, не застывшее, а дерево цветущее. То есть, да, я вижу, у вас расцветает возможности и зарабатывать хорошо, и жить счастливо. Новые творческие какие-то успехи, 3 пентаклей, новые покупки. Воскресенье – замечательный день для покупок. Покупок или продаж. У вас будут какие-то новые покупки, новые возможности, новые свершения, новая радость, новое счастье. Это очень хороший день. Воскресенье, я бы сказала, самый лучший день из этой недели. Вы восстановите силы, вы достаточно отдохнете, чтобы начинать новую неделю. А новую неделю мы с вами будем смотреть на новом раскладе. Мои дорогие, какой шикарный расклад, да? Я знаю точно, что если вы раскладу позволите, расклад вам очень и очень поможет. Очень поможет. А сейчас давайте сделаем с вами оберег. Давайте сделаем с вами, мои дорогие, оберег. Обереги можно делать здесь из очень многих карт. Здесь буквально много-много очень карт радости, счастья, радости, благополучия, да. Так что оберег можно сделать из многих карт здесь. Сейчас я карты забираю. Хочу сказать пару слов. Знаете, это же моя творческая работа, потому что если приходят новые слушатели, я хочу сказать, я Лена, Канада, Ванкувер, и делаю расклады на YouTube с 2016 года. То есть каждый зритель, который ко мне пришел, это зритель, которому я помогла. Вот. Оставайтесь на моих видео. Я даже не знаю, какую карту взять. Давайте исполнение желаний. Такие шикарные карты. Вот такую деньги и любовь. Вот. И медвежьи обнимашки, во-первых, да. Я живу
прямо на опушке леса и на берегу океана. Лес — это ваше подсознание, это откуда мы черпаем ресурс. Но океан — это голубой океан. Я вам говорила уже о теории Голубого океана. Если вы, может, не смотрели такое видео, смотрите «Теория Голубого океана». Очень мощная теория. Вот. И да, это все очень мощные вещи. Поэтому Голубой океан ваших возможностей открывается. И я делаю все, чтобы вас подтолкнуть к вашему счастью, да? Потому что будущее — это поле вероятностей. И если мы видим возможности и имеем ключ к ним, как идти, мы четко становимся счастливыми людьми. Все очень просто. Мои дорогие, желаю вам счастья. Медвежьи и плюшевые, кстати, обнимашки от меня. И будем видеться. До новых встреч. Пока.